Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Исмет звонит Мирану и пытается с ним поговорить, Миран вспоминает, что он тот уродливый человек, которого он видел на фотографии. Дилан прерывает встречу и уходит, потому что Мирану пора ужинать, и Берен прерывает встречу и уходит. Дилан ищет Барана и Мирана, и когда она не может их найти, она спрашивает мистера Кудрета. Когда Баран приходит к Мирану, он видит, что тот смотрит из садовой калитки, тут же подбегает к нему и спрашивает: «Сынок, куда ты смотришь?» Когда Миран говорит, что смотрит, куда идет этот урод, Берен спрашивает: «Какой урод?». Когда Миран говорит об уродливом человеке на фотографии, Баран пытается выглянуть наружу и посмотреть, но Исмет прячется среди машин. Потом, когда ты спрашиваешь, почему ты один, сынок, к ним приходит Дилан. Когда сотрудник говорит: «Извините, господин Баран, я пошел за водой, я опоздал», когда прибыл груз, Баран говорит: «Не оставляйте меня больше одного, а если нужно, пусть придет с ним». Ты точка. Когда Берен затем предупреждает Мирана не разговаривать с незнакомцами и не брать ничего у родителей, когда их нет рядом, Миран говорит: «Хорошо, папочка». С другой стороны, когда Акиф говорит Берфину, что будет продолжать любить тебя несмотря ни на что, он расстраивается, думая, что сказал, что некоторые вещи нельзя простить, а некоторые препятствия невозможно преодолеть. Затем говорится, какое препятствие мы не можем преодолеть самостоятельно. Какое препятствие превосходит нашу совершенную любовь? Пока госпожа Хаджер ждет хороших новостей от Исмета, госпожа Хасиби приносит лекарства и дает некоторые объяснения. В тот момент, когда у него звонит телефон, Хасиби отправляет его отнести девушке еду. Это Тарик, и когда он говорит ей, что план отменен, и говорит, что давайте сдадимся, госпожа Хаджер говорит: «Никогда не сдавайся. Скажи Исмету, чтобы она ждала моего ответа, это произойдет, несмотря ни на что». Когда Дилан работает, Берен приносит ему кофе и спрашивает, как прошла встреча, Дилан говорит, что все в порядке. Когда Берен сказал: «Тебе следует делать это чаще, здорово видеть, что ты так работаешь», Дилан ответил: «На самом деле, я тоже очень доволен этой ситуацией». Когда Дилан говорит, что Миран ждет, Берен говорит, что он был с Айсун, и джентльмен проверяет компанию. Когда Дилан говорит, что он не ел, Берен говорит, что за ним все следуют, как и за моим дедушкой, и что он взял не только свое имя, но и свои привычки. Затем они вместе выходят из комнаты, чтобы отправиться к Мирану. Даже в дождливую погоду госпожа Айхан выходит на прогулку и звонит ему, надеясь увидеть господина Кудрета. Пока госпожа Айхан думает, звонить ли ей, господин Кудрет видит ее и возвращается. Пока госпожа Азади вязала жилетку для Мирана, к ней подошел Дилан и спросил, где все. Они разошлись по своим комнатам и сказали, что так лучше. Дилан говорит: «Ты права, они мне тоже не нравятся, я могу. Я не прощаю им то, что они сделали с Мираном, но мне очень жаль, что произошло с Джейдой. Они очень нелюбовны и поэтому открыты для всякого зла». Госпожа Азади объясняет эту ситуацию тем, через что ей пришлось пройти, но вы тоже пережили очень плохие вещи и ни с кем не обращались так. Она молится, чтобы Джейда поскорее выздоровела и чтобы особняк вернулся к своим старым мирным дням. Тем временем к ним приходит Баран и говорит: «Госпожа Азади, я не могу нарадоваться своему внуку, иногда просыпаюсь ночью, чтобы присмотреть за ним». Потом он говорит: «Ой, я забыл, господин Акиф. Мой сын здесь и ждет тебя в кабинете». Когда Берен идет к нему, Дилан идет в свою комнату, думая, что мне нужно провести онлайн-встречу, чтобы я мог уйти и вернуться позже. Пока Акиф звонит, чтобы расследовать дело об Аднане, приходит Баран и спрашивает, расследует ли он Аднана. Он говорит: «Да, но от этого Аднана нет никаких следов». Когда Баран спрашивает Берфина, могу ли я ему чем-нибудь помочь, Акиф отвечает: «Нет, брат». Когда Баран говорит, что этот вопрос может оказаться трудным для тебя, ты можешь обратиться к кому-нибудь другому, Акиф говорит, что не хочет этого: «Спасибо, брат, но мне интересно, чем закончится этот путь». В то время как Берфин выглядит очень грустным, дядя Ахмед спрашивает, хочет ли он поговорить со мной о своих проблемах. Берфин говорит: «Если я поговорю с ним, почувствую ли я облегчение? Как будто весь мир лежит на моих плечах».
Когда дядя Ахмед говорит, что старики рассказывают о своих проблемах в воде, и они чувствуют облегчение, Берфин говорит: «Я настолько беспомощен, что чувствую, что предам тебя». Дядя Ахмед советует: «Там, где беспомощен разум, беспомощно сердце. Ступай, моя прекрасная дочь, делай то, что правильно». Пока Дилан заканчивает свою речь в комнате, Дилан смущается, когда приходит Баран и говорит, что наш сын хочет брата или сестру, а затем, когда он спрашивает Барана, почему он сегодня был беспокойным в саду, Баран сказал: «Миран, там уродливый человек». Я смотрю на него, и мне пришло в голову, что Дилан говорит, что нам нужно объяснить и научить нашего сына, что ему следует держаться подальше от незнакомцев. «Баран, все для моего сына и моей жены, после того, как ты будешь со мной», они обнимают друг друга. Когда Тарик приходит в Джейду и спрашивает, как поживают мои сын и жена, Джейда отвечает: «Со мной все в порядке, я устала все время лежать, у меня везде болит тело», говорит: «Не скучай», говорит Джейда, в то время как госпожа Хаджер входит в комнату и смотрит в глаза Тарику, говоря, что она принесла тарелку с фруктами для моей невестки. Когда Джейда спрашивает, что происходит, госпожа Хаджер спрашивает: «Ты звонил?» Она говорит: «Все равно уже поздно, завтра все в порядке, я оставлю тебя в покое», и выходит из комнаты. Когда Джейда спрашивает Тарика: «Ты что-то скрываешь от меня?» Тарик спрашивает: «Сын мой, можно ли что-то скрыть от твоей матери?» и кормит Джейду фруктами. Пока Берфин думал в саду, госпожа Хаджер пришла и дала совет по поводу цветка, а затем сказала моей дочери: «Оставь прошлое позади и не оглядывайся назад», говорит Берфин, «позволь мне прожить свою жизнь так, как ты». «Хочу, мама, дай мне прожить свою боль так, как я хочу», и уходит. Тем временем Акиф тайно наблюдает и слушает их. Когда Беран и Дилан приходят к Мирану, он спрашивает: «Ты пришел со мной поиграть?» Когда Дилан говорит: «Хорошо, мы можем поиграть», больше чем Баран говорит: «Но сначала выслушай нас внимательно», Миран спрашивает: «Я сделал что-то не так? Ты собираешься меня наказать?» Дилан говорит: «Нет, сынок, ты не сделал ничего плохого, мы не будем тебя наказывать, даже если ты это сделаешь». Когда Беран сказал: «Вы видели сегодня этого уродливого человека», никаких разговоров с людьми, которых вы не знаете, Миран спрашивает: «Почему?» Они объясняют: «Потому что они могут навредить детям, похитить их или причинить вред». Когда нас нет рядом, говорят: «Не разговаривай с незнакомцами, сразу иди к знакомым», и они какое-то время играют с Мираном в машинке. Когда Беран и Дилан ложатся спать, они подводят итоги дня и говорят о том, что Дилан очень дотошный начальник. Затем Дилан говорит: «Знаешь, что для меня странно? Я скучаю по тебе, даже когда я с тобой». Когда Беран говорит: «Потому что я баран-коробей», Дилан говорит: «Я тоже Дилан-коробей». Беран обнимает меня и говорит, что ты моя жена, мой друг, моя возлюбленная, свет моих глаз и зеркало, в котором я обретаю покой. Пока Берфин плачет, звонит Акиф, и когда Берфин не выдерживает и открывает его, Акиф говорит, что я не думал, что он откроет, я хотел услышать его голос, мне было любопытно. Затем, когда он спрашивает, плачет ли она, потому что он может это определить по туману в ее голосе, Берфин отвечает «нет». Когда Акиф спрашивает, говорили ли они вам когда-нибудь раньше, Берфин спрашивает, что именно. Акиф говорит, что он вообще не умеет лгать, но смех тебе очень идет. Ипек говорит, что когда ты улыбаешься, распускаются цветы и приходит весна. И когда он уже собирался положить трубку, Берфин Акиф звонит Акифу и говорит: «Я собирался отказаться от того, что собирался сказать, и пожелать ему спокойной ночи». Пока госпожа Хасиби и Тугба говорят о нехватке вещей на кухне и о необходимости немедленно позвонить поставщику, госпожа Хаджер замечает это и спрашивает. Тогда он сразу звонит Исмету и говорит: «Слушай меня внимательно». Дилан говорит, что у него будет собрание фонда, и просит предоставить ему комнату для занятий на несколько часов. Беран говорит Мирану, что у него есть обещание на матч, и поэтому ему нужно закончить свою работу. Акиф приходит в особняк в тот момент, когда Беран и Дилан выходят из своих комнат. Пока Дилан приветствует его и идет в кабинет, он видит в гостиной Баран Хаджер Ханем и Тарика и выводит Акифа, чтобы мы могли пойти в сад. Акиф говорит, что Аднан внезапно исчез и что он не тот человек, который исчезнет так внезапно.
Странно то, что его семья даже не заявила о его пропаже. Бэрон заходит и говорит: «Я должен знать, с кем я живу в этом особняке». Госпожа Хаджер ждет новостей от Тарика возле особняка Исмета. Он говорит, что Миран тоже пойдет поиграть в мяч. Когда Баран приходит к ним и спрашивает, где Аданан, Тарик говорит, что это сейчас. Когда Баран говорит, что я не хочу никаких секретов в этом особняке, я найду все, что вы скрываете, он говорит, что когда госпожа Хаджер долго не возвращалась, она получила по заслугам, и мы были спасены. Когда Баран спрашивает, почему вы не обратились ко мне за помощью, если оказались в такой трудной ситуации, госпожа Хаджер смеется и говорит нам, что дверь особняка была закрыта. Тарик спрашивает: «Баран, ага, ты пытаешься облегчить свою жизнь. Совесть после всего этого времени». Бэрон: «У меня чистая совесть. Если бы я знал, что у меня есть 2 двоюродных брата, я бы нашел их. Если бы я услышал, что сделал этот подонок по имени Аднан, я бы заставил его заплатить». Теперь, когда он спросит, что случилось, Аднану Тарик говорит, что они не знают. В этот момент он хватает Дилана за руку и втягивает Дилана внутрь, говоря: «Хорошо, все кончено». Когда госпожа Хаджер говорит, что времени уже не осталось, нам нужно закончить эту работу, Тарик соглашается и говорит «да». Берфин слышит этот разговор и расстраивается, а Акиф замечает это и идет к нему. Когда я спрашивал, как у меня дела, как я мог быть хорошим, когда ты разрушал мою жизнь? У меня не было такой мирной жизни, как у тебя. Мы просыпались каждое утро со страхом, гадая, под каким предлогом нас побьет Адана. Мы прошли через все это. Из-за того, что человек по имени Хасан не позаботился о нас, госпожа Азади выгнала нас из особняка. Когда он в слезах входит внутрь, Акиф выражает свою печаль, сказав: «Мне хотелось бы предотвратить все эти проблемы». Пока Миран играет в мяч в саду, Исмет приходит в особняк со своими поставщиками кухни. Дилан собирается пойти в сад, чтобы взять пальто и присмотреть за ним. Исмет почти делает вид, что уронил его по ошибке, и говорит: «Боже мой, здесь так много прекрасных вещей, ты можешь мне помочь, молодой человек». Когда Миран вспоминает слова, сказанные его отцом, он делает шаг назад, а когда говорит: «Я думаю, это твое», он снова идет к Исмету и собирается забрать мяч из его руки, но когда он смотрит ему в лицо, он понимает, что он самый уродливый мужчина в саду компании, и пугается. Пока машина снабжения уезжает, выходит Дилан с пальто в руке, подходит Бэрон и зовет Мирана. Они очень переживают, когда Миран, мяч которого находится в центре, не может его найти. Исмет связал Мирану руки и посадил его в машину. Бэрон и Дилан со страхом смотрят друг на друга. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.